Ну что, друзья, лучше сейчас, чем никогда. Я давно хотел начать вести свой блог из Дубая. Сейчас как раз подходящий момент, потому что мы впервые приехали на аукцион Emirates Auction и как раз планируем заниматься покупкой, продажей автомобилей, их ремонтом, подготовкой и всем спектром услуг, если коротко. И сейчас как раз я нахожусь в районе, где базируется самая крупная площадка Emirates Auction. Здесь, как вы можете видеть, куча странных машин, и весь этот район, он как один большой авторынок. Просто еще для информации, Зидан тоже здесь открыл свою мастерскую, салоны перешивает. Объединенные Арабские Эмираты по своей специфике являются огромной свалкой автомобилей. А зачастую, конечно же, это город Шарджа. Мы находимся в Дубае, но несмотря на это, здесь также большое количество различных аукционов, очень развит вторичный рынок. Автомобилями здесь занимаются все, кому не лень. Ребята с ЮАР, пакистанцы, индийцы. И вот еще добавились двое русских. Почему двое? Потому что мы будем заниматься всей этой темой с моим братом, с Денисом. Чуть попозже вы его увидите. Большое количество автомобилей из Америки. После потопа во Флориде приехало также очень много утопленников. Но чье-то горе, наша работа, условно. Попался на входе очень дружелюбный, гостеприимный security, объяснил, куда идти, что делать. В общем, я могу взять ключи от автомобиля, оставить свой ID и по номеру лота найти машину и попробовать запустить ее. Соответственно, много машин в очень разной кондиции. У какой-то машины запускается двигатель, у какой-то нет, какая-то битая, какая-то на ходу, какая-то не на ходу. В общем, вы поняли. Сейчас будем смотреть интересный вариант, который добавлен у меня в избранном. Мы уже включимся с парковки. Я думаю, внутри офиса я снимать не буду, наверняка это запрещено. Вижу очень много людей в белой кондуре, поэтому, скорее всего, будет какой-нибудь заплет. Не знаю, получится снять или нет. Кстати, в Эмиратах 2 декабря празднуют Международный день флага. В общем, какая-то здесь вот такая вот туса, фуршет. Пойду, наверное, тоже поем на халяву. Кстати, касаемо фуршета, ставочка из будущего. Мне парнишка на ресепшене сказал, что действительно можно было поесть этот фуршет в честь Международного дня флага Объединенных Арабских Эмиратов. Второй участник влога, Денис. Можно ли без того, что ты не называешь? А кто ты? Механик. Пусть будет механик. На самом деле Денис крутой специалист. Получили ключи от интересующих нас машин. Это Mercedes CLA 2015 год и Toyota RAV4 2014 год, по-моему. Здесь это выглядит все как-то вот так вот. Предлагаю осмотр начать с этого Rolls-Royce. Но его уже смотрят, конечно, на вот таком Rolls-Royce. Местные машины здесь снимать нельзя, особенно на тех номерах, у которых очень мало цифр в номере. Вот этот интересный лот, это Bentley Bentayga. Он торгуется у нас за 440. Спасибо, брат. За 440 тысяч дирхам. Салон в идеальном состоянии. Но ключи мы от него не брали, потому что таких денег у нас пока что нет. Но мне кажется, здесь можно снимать абсолютно каждый автомобиль. Очень много уникальных тачек. Ищем локацию, где стоит автомобиль. Так, мы, получается, сейчас идем смотреть RAV4, да? Очень популярные здесь автомобили. Потом Mercedes. Да, Mercedes, кстати, по очень хорошей цене торгуется. 2015 год, CLA 45, и стоит он 10 тысяч дирхам. 10 тысяч дирхам — это 200 тысяч рублей. Ну, почти, в пересчете на русские деньги. Эти два мини-купера
Один, по-моему, 74-го года выпуска, а второй 86-го. И стоят они, я вам хочу сказать, очень дорого. Фары, конечно, колхоз полный. Вот этот 86-го года мини-купер стоит 120 тысяч дирхам, а вот этот, который постарше, он стоит еще дороже. Ну, как ты думаешь, в этих миниках есть какая-то ценность? Конечно. Но вот этот вот не колхозный, смотри. Вот этот практически в оригинале сохраненный мини-купер. Не колхоз, говоришь? Чё? А, ну я думаю, здесь британский флаг был. Emirates Auction — это крупнейшая онлайн-площадка. Здесь продаются не только автомобили. Вот, к примеру, продаются джетски, также продаются автомобильные номера, number plates. Что еще продается? Квартиры, ну, любая недвижимость. Бизнес? Подготовить бизнес. Окей. Ну, вот мы нашли свой лот. Mercedes CLA 45 на обвесах, AMG-шный. Ну, причем оригинал AMG. Почему он стоит? 10 тысяч дирхам. 200 тысяч рублей. Даже оригинальная докатка. Не украли. Кнопки для закрытия багажника у нас нету, к сожалению. Ошибки есть? Колес. Так, машину маленько прогрели. Странное словосочетание в Эмиратах, машину прогрели, да? Так, давай чуть погазую, я дым посмотрю. Сколько пробег? 234. А, ну здесь пробега много, 234 тысячи. AMG-шный мотор долго не будет ходить. Дернешь капот? Мотор у нас работает довольно-таки тихо. Единственный у меня вопрос, к чему его помыли, да? Собирал этот AMG мотор Кристиан Мёнин. Денис Маратович у нас как раз специалист по Мерседесам. Мотор живой. Что это такое? Турбина. Или маслоприемник? Антифриз заливается. Ладно, самое главное, что у нас? У нас стаканы живые, не вареные. По морде она получала явно. Здесь у нас с этой стороны болты крученные. По бамперу есть зазоры. Эта сторона у нас не крутилась. Здесь стакан тоже целый. По лонжеронам, конечно, здесь прям так сразу не скажешь, потому что здесь напихано от и до. Не, морда не битая, герметик был открыт. Но, скорее всего, здесь, я тебе говорю, она просто в левую сторону получила. Потому что здесь видно прям демонтаж фары был или бампера. В общем, это все не критично. У нас, к сожалению, с собой толщиномера пока нету. Слушай, может, хотя бы прям 10 сантиметров карабас проверим. Включается, едет там вперед-назад. Я тебе забыл сказать, братан, она это без коробки продается. О! Что было? Ты точно специалист по Мерседесам? Так, ну вперед едет. Давай теперь назад. Назад тоже едет. Ну все, успех, берем. Я беру. Этот Мерседес торгуется в районе 4 дней. То есть на сайт Emirates Auction его загрузили приблизительно 4 дня назад. Сейчас на него поставило, то есть заявилось 47 человек. Минимальный шаг во всей этой истории 100 дирхам. То есть это 1800 рублей на русские деньги. Сейчас этот Мерседес стоит 10 тысяч дирхам. То есть если я хочу заявиться на
то, чтобы участвовать в розыгрыше этого аукциона, я должен минимум поставить 100 дирхам. И стоить для всех участников, которые на него заявились, он будет уже 1100. Я также могу сразу поставить 500 дирхам, могу поставить 1000 дирхам. Торги заканчиваются сегодня через 6 часов. То есть сегодня, 29 ноября, в 18 часов вечера, или там 6 p.m. по местному, этот Мерседес заканчивает торговаться, и тот, кто последний сделал на него ставку, он его забирает. Я думаю, специфика вам понятна. Такой вот у нас экземплярчик Audi RS7. Очень красивый автомобиль. Много машин в идеальном состоянии. Вот это, например, у нас закрытый автомобиль. Но вот в таком цвете гелик только конченый дебил мог купить. Я говорю, в таком цвете гелик только конченый дебил мог купить. Так это моя, брат. Ладно, давай, бывай. Придурок, блин. Если честно, я, конечно, понимаю, что формат влога пока страдает, потому что, мы показали вам Геленваген, да, 15-го года, там он 63 AMG, но мы не говорим, сколько он стоит. Все дело в том, что мы пока не можем разобраться. У нас есть тачки, которые мы добавляли в свой список для просмотра, но эти машины мы сейчас не можем найти, и здесь, скорее всего, два варианта. Либо эти машины уже проданы, либо эти машины еще не выложили на сайт. Соответственно, как разберемся, мы включимся заново, либо же я добавлю цену уже на монтаже. Так, вот конкретно автомобиль C63 AMG 2016 года, 30 тысяч дирхам. Автомобиль после ДТП небольшого, сейчас покажу немного позже. Самое интересное, этот автомобиль импортировался из Японии, может быть, также на аукционе был купленный. Причем в автомобиле лежат зарядки, лежит Коран. Я не знаю, может быть, пожалуйста, парфюм. Возможно, вам будет это все интересно. В общем, по повреждениям данного автомобиля. Переднее левое крыло, бампер. Бампер можно восстановить, решетку радиатора нужно покупать новую, она сломанная. Здесь уже заменили телевизор. Денис Маратович, одерни капот, пожалуйста. Сейчас посмотрим, что у нас в подкапотном пространстве. В целом, это небольшой удар. В России такие машины мы делаем довольно-таки просто и быстро. Хороший двигатель. Масло, видимо, вообще ни разу не доливали, да? Я не грязно, это подпотел мотор, да? Это просто пиццу разогревали, помнишь, лайфхак? Так, лонжероны у нас целехенькие, стаканы у нас не видно. Здесь, понятное дело, болты крученные. Блин, мне кажется, здесь одни диски 600 тысяч дирхам стоят. Ой, 600 рублей. Телек, я же тебе говорю, телек поменяли. Я в самом начале сказал. Скорее всего, было так. Она была после ДТП, ее немного подсобрали и потом уже продали на аукцион. В принципе, логично. Для того, чтобы набить немножко цену. А так, в целом, это шикарный автомобиль за эти деньги. Пускай с учетом торгов вы купите его за 40 тысяч дирхам, там, да, 800 тысяч рублей. Но это даже чуть меньше получается, там, 720. Чуть-чуть отремонтируйте, поставите на учет. Это если ездить по Эмиратам. Сразу скажу, в Россию такую машину невыгодно везти, потому что автомобиль у нас старше 3 лет. Автомобиль у нас объемом больше 2 литров. Соответственно, таможенный калькулятор выдаст вам такую стоимость, от которой вы офигеете. Range Rover, Vogue. Вроде не утопленник. Не понимаю, как машины люди отдают. Кепка лежит. Пакет с Макдональдса. Может быть, свое шоу на ютубе открыть. Роемся в бардачках. Тоже довольно-таки популярная машина в Арабских Эмиратах. Nissan Altima. Или Altima. Не знаю, поправьте. Сзади посмотри, что там творится. Я не знаю, как эти машины оставляют. Тут
Чехлы от телефона, чупа-чупсы. Вещи. Вот у нас довольно интересный экземпляр, я его тоже добавил в лист для просмотра. Это у нас Range Rover Vogue, 2008 год. Здесь много пробега, 324 тысячи километров. Но стоит он, внимание, 4100 дирхам. Это на русские деньги меньше 100 тысяч рублей. Это в районе 75 тысяч рублей для вот такого вот автомобиля. И самое, что интересно, вы посмотрите на состояние салона. Да, здесь, конечно, порванный руль. Но, ребят, 2008 год в России... Я думаю, что в России такая машина будет стоить 1600. Дэн, 1600, наверное, в России будет такой Vogue стоить. Не, я думаю, 600. С пробегом 324. Ну, что здесь? Резину надо поменять. Вы его на учет в Эмиратах не поставите с такой резиной. Блин, ну я говорю, вот я повторюсь, состояние салона это просто что-то с чем-то. Идеальное состояние. Местная спецификация автомобиль, то есть он был выпущен специально для арабского рынка, то есть он не импортированный. Пневмоупор не работает? Давай я подержу. Он живой, походу. Он разыгрывается сегодня через 4 часа. Да, кстати, еще интересное наблюдение. Все автомобили в Эмиратах, извините, пожалуйста, в основном будут V8, турбо, битурбо. В общем, это будут большеобъемные моторы, потому что в Эмиратах налога на лошадиные силы, как у нас в России, нет. Соответственно, скажи по большеобъемным моторам, в чем их плюсы? Плюсы? Тяга, надежность. Ну и срок службы, соответственно. У большеобъемного мотора очень большой срок службы. Ну, то есть не очень большой, а больше, чем у малолитражки. Потому что и поршневая больше и крепче. Да? Ты правильно говоришь? Что ты тебя направлять? Нет, ну ты у нас за техническую часть отвечаешь. Я в компании Deals on Wheels, это, кстати, так называется компания, отвечаю только за купить, продать, подготовить, задетейлить. Я на нем хочу здесь. На гольф? Зачем? Я бы не рекомендовал тебе брать ключи на гольф, потому что это DSG, у нас сейчас нет столько денег, чтобы влипать на DSG. Но и опять-таки, да, кстати, ребят, по поводу запчастей в Эмиратах. Едешь в Шарджу на разборку, покупаешь коробку и что, чинишь. Хотите, Мазерати вам покажу, если интересно. Мазерати у нас крашеная с баллончика. Скорее всего, во дворе. Вот по этой двери очень видно шагрень. Но она закрыта, я вам не покажу. Ну, ладно. Отбой трансляции. Ладно. Очень много вот таких вот американочек. Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Shelby. Кстати, автомобиль на аукционе. У нас есть ключ, у меня уже руки все грязные, смотрите. Есть ключ, на нем написано B125. Соответственно, мы ищем парковку B125. Ну и где-то здесь должен быть наш RAV4. Ребята, в машине пахнет... Да, в машине пахнет, как будто она во Флориде на той неделе утонула. Она местная? Нет, она импортированная. 170 тысяч пробега. Это как раз для тех, кто рыбу не любит. Либо запах рыбы не любит. Так, что у нас? Подушки, АБС, чек, масло. Это однозначно утопленник. Что у нас? ГУР работает, мультимедиа работает. Цена этого автомобиля 20 тысяч дирхам. 360 тысяч рублей. Я, если где-то не уверен в расчетах, вы можете сами считать. Курс на сегодняшний день в районе 18 рублей. Курс довольно-таки стабильный. Коробка рабочая. Сильный пинок при переключении в драйв. Пинок при переключении в нейтраль. На заднюю нету. На паркинг опять сильный пинок. И так сойдет.
Мотор стандартный, 2R, 2,5, как на камне. Для кого все это? Он, в принципе, не громко работает, они все работают как пограничники. Ну, мне не хватает характера. У них цепь своеобразная, поэтому такой. Но я говорю, здесь, скорее всего, надо скрывать полы, потому что там наверняка будет вода, потому что в машине запах. Да, вот у нас следы коррозии после того, как машина утонула. Но я не знаю, что ты скажешь по поводу мотора после утопленника? Давай заглушим, посмотрим. Я сомневаюсь, что масло меняли. Эмульсия есть, нет? Сейчас понятно. По щупу сможем эту эмульсию увидеть. Но нет, масло чистенькое. Нет, она не попала, скорее всего. Нет? Ну, надо понимать, что аукцион — это на свой страх и риск. Может быть, мотор живой, может, нет. Ты покупаешь машину просто вслепую, условно. Ты вот можешь приехать, как мы, посмотреть состояние салона. Да, мы понимаем, здесь пахнет, здесь плесень, это 100% утопленник. Но в моторе нет эмульсии, соответственно, ну, коробка пинается, да, но у нее и пробега уже 170 тысяч. У RAV4 в целом может пинаться коробка. Меня больше смущает то, что 100 тысяч и башка вскрывалась. Герметик видно, не заводской, стопудово. А я думаю, что бошку вскрывали, чтобы либо, короче, решить проблемы с водой, либо просто убедиться, что ее там нету. Ну да, герметик колхозный. Причем как будто делали где-то в России в гараже. Хотя здесь машины делают не лучше, я вам так скажу. Не буду говорить национальности, в том числе и русскоговорящие делают плохо машины. Крыша выговорила? Выговорила. Астон Мартин. 155 тысяч дирхам. Интересная машинка, наверное. Но я не особо любитель. Да. Сидишь тут, конечно, очень не очень. Причем, что регулировка сидения находится с этой стороны, а ручник, смотрите, вот с этой стороны. Пробега у этой машины 61 тысяч километр. 155 тысяч дирхам. Год у этой машины 2013. Такая вот мультимедиа. Ключи мы от нее не брали, мы не собираемся покупать такие автомобили, в которых мы не особо сильно разбираемся. Тебе нравятся такие машины? Цвет прям мой. Твой цвет? Да нет, конечно. Учитывая, что ты гелик тот, считай, взял. Ага. Вот тебе бы тот гелик с этим цветом, да? Вая. С той стороны. Такой тупорылый руль, он огромный. Ага, все, закрываем. Он как реально вот, ну, КамАЗ типа. Опа. Мультимедиа. Из интересного по этой машине еще что у нее получается. Переключение передач кнопками осуществлено. Сюда ключик вставляется, которого у нас нет. Ну-ка там, в подлокотнике $1 000 000 не забыли? Да, посмотрим. Не забыли. К сожалению, не забыли. Кстати, были такие истории, когда машину покупали со Штатов и нашли пачку $. Ну и вот так вот этот Астон Мартин выглядит спереди. Нет, вид, конечно, имеет этот автомобиль. Несомненно. Просто неудобный. И с некрасивым салоном. Хотя, опять-таки, на вкус и цвет. Все фломастеры разные. Машина явно для меня. Ты можешь на колени встать. Я перед женой на колени. Нет, вот это, конечно, произведение искусства, если честно. Масло свежее. Дай понюхаю, как английское масло пахнет. Пахнет чаем примерно. Брекфаст. Я говорю, давай хотя бы крышку от заливной горловины украдем. Что-то у нас должно быть от Астона Мартина. Я тебе сейчас покажу, что. Сейчас, секунду, если ты хочешь что-то убрать сам. Вау. Понюхай, он пахнет английским дождем. Фантастика. Пахнет Англией.
Ну, я вам так скажу, мой дед бы этот багажник не оценил, потому что здесь вот это и все. Больше здесь абсолютно нечего возить. Картошку тут не повозишь, правильно? Правильно. Комбикорм сюда не запихнешь. И сейчас все такие, о, надо выключать. Он деревенский. Because I have some question. Where ID, where number? It's bad that it hasn't ID or number. Yep. We have only wishes number and nothing else. Okay, thank you so much. Окей, thank you, bye, have a good day. В общем, у всех один и тот же вопрос, как найти машину в приложении. Например, ты идешь такой по парковке, смотришь, о, Кайен, прикольно. Посмотрел состояние Кайена, вроде прикольно. Но на лобовом стекле этого Кайена нету номера, по которому ты можешь найти его внутри приложения. Соответственно, да, есть ВИН-код, есть таблички в дверных проемах, где указан год, страна, производитель и так далее. Но именно в приложении, чтобы посмотреть прайс, чтобы посмотреть пробег, спецификацию, какие повреждения есть у автомобиля, ты этого не можешь сделать. И вот парень с Ирана интересовался ровно таким же вопросом. Не идеальная система, но в любой не идеальной системе можно найти хорошие возможности. Если вы коллекционер, ой-ой-ой, господи, как я люблю машины. Вот только посмотрите на это произведение искусства. Здесь запах один в один, как у дедушки в Москвиче в 412. Прям запах детства. Уф, уф, уф. Ну что это? Что это за красота? Ну, это явно колхоз уже. Не факт. Далеко не факт. Это Chrysler? Chrysler Royal. Мне прям интересно, за сколько он торгуется, потому что на онлайн-площадке его нету. Но это очень красивый автомобиль. Мне кажется, все, кто любит автомобили, не могут пройти мимо него. И белого, кстати, в поиске, может, найдем. Клево вообще. Тут явно не А, только тут сумку еще и... влезет. Вот этот багажник моему деду бы понравился, да? Хороший багажник. Но это А2.5, это не очень интересный мотор. Полностью угашенный салон. И спереди пассажирская, смотри. В общем, неинтересный автомобиль. На нем, походу, какой-то бобер ездил. Встань рядом с этой машиной в полный рост. Чисто теоретически ты жопой на крышу можешь сесть. Слушай, ну чисто теоретически ты можешь сидеть, да? Конечно. Несмотря на то, что у тебя коленки возле лобового стекла. Давайте на этом видео и завершим, я думаю. Это Mercedes S500 AMG лонговый. Денис и Любовь. Вот на таком просто аккуратнейшем салоне. С доводчиками. Бесключевой доступ. Автомобиль у нас 2009 года выпуска. 129 тысяч километров пробега. Самое главное, ребят, во всей этой истории, что этот автомобиль стоит 2700 дирхам. Брат меня удивляет, почему на старых тачках есть пневмоупор, на новых тачках нет пневмоупора. Что за бред вообще? Нет, здесь нет пневмоупора. А на чем он держится? За счет пружины, механизм. Ну хорошо, есть механизм, который держит капот сам. Тебе не надо эту кочергу доставать и так далее. 2700 тысяч дирхам, ребят. Это у нас, грубо говоря, 60 тысяч рублей за данный аппарат. Я думаю, что в России 60 тысяч рублей только эти диски будут стоить. Абсолютно идеальное состояние. Да, он на пневме же, да? Пневма рабочая. Ну, он не упавший, да, сколько он стоит? Стоит он нормально. Ну что, давай заключение. В общем, я уже весь мокрый. Наверное, будем завершать.
Я, конечно, понимаю, что первый влог получился сумбурным, мы мало где называли цены, но я думаю, мы разберемся с этим моментом, и следующее включение сделаем уже получше. Как итог, мы нашли для себя 2 машины, которые мы хотели бы купить. Если мы их купим, я думаю, вы увидите позже у нас во влогах. Также дальше, я думаю, мы будем рассказывать о том, как мы открываем автосервис, ищем помещение, ищем машины, как восстанавливаем машины, как мы продаем их здесь на местном рынке. Поэтому будьте в курсе всех новостей, подписывайтесь. С вами были Deals on Wheels, Автогараж. На связи. За успешный бизнес. Чисто фужеры из глушителя сделали.